Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games, и сегодня у нас вот такой вот тяжелый советский танк 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка СТ-1, броня и мощь, полноценный гайд, и конечно же начнем мы его с бронирования. Go! Итак, коллижн модель нашего СТ-1. Ну и начнем мы с корпуса. У нас здесь нету щучьего носа, как мы уже привыкли по советским танкам. Значит, смотрим. НЛД 160 мм бронеплита, в приведенке 180. Ну, обычные дырявые ЛТ. НЛД, ЛТ. Вот, сюда нас пробивают абсолютно все одноклассники и даже танки 8-го левела. Слабая НЛД. ВЛД у нас плита 150 мм, внизу 258, вверху до 275, люк мехвода, дырка по центру прям, да, вот эти края нет, здесь они под углами, вот, 235, щеки там вообще невероятные, 400-430, да, соответственно, как само ВЛД, оно невероятно крепкое. Одноклассники, понятно, восьмерки, даже десятки обычными снарядами не всегда пробьют, даже вот под таким углом. Надгусеничные полки, тут даже говорить вообще нечего, там фиг пробьешь. Но есть вот такое замечательное гнездо с мехводом. Башня, маска орудия. У нас она такая закругленная, да, давайте глядеть. Ага, слева 583, здесь 325, здесь 334, 560, 800, 700, 600. Маска крепкая, говорить здесь глупо, что-либо другое. 300 слева от маски, здесь вот щелочка есть 290, дальше 400, 500, 600, там, ну, невероятная броня. Кстати, под башней у нас по центру 279, здесь везде тоже там до 400 расходится. Щеки тут даже обсуждать нечего, тут просто жесть. Сколько брони. Крышка у нас 100 мм и, соответственно, в приведенке 400. И система пишет рикошет, не пробьете никаким орудием в игре вы эту крышку и никогда. Касаемо лючка, он 200 мм. По центру в приведенке 246, по краям 300. Соответственно, если и стрелять в лючок, то стрелять строго по центру. Стараться, потому что попадете чуть-чуть сюда, уже не пробьете. Поэтому люк неоднозначный. Касаемо бокового бронирования 140 мм. За фальш бортом у нас получается 154. Танкует ли он от борта? Конечно, танкует. Но подставляет вот эту щеку, но щека тоже такая себе. Бить только голдой. 270-280. То есть без голды вы эту щеку не пробьете. Вот такая вот уникальная система бронирования СТ-1. С броней разобрались. Вот, давайте глядеть основные модули, что нам тут подарили этому танку. А у нас сток пушка, притоп и топ. 8, 9 и 10 левел соответственно. Все они 122 миллиметровки. Только альфа у нас на стоке 390 и на притопе также. А вот на топе уже 440. Бронепробитие отличается с каждым шагом левела пушки. Естественно, самое большое на топовые. Здесь 217, 270, 225, 265. Значит, смотрите, даже если и начинаете, естественно, без свободного опыта играть на стоковые пушки, вы будете вынуждены играть на голде. На 9-м левеле с бронепробитием 217 делать нечего. На этой пушке опять же будете вынуждены играть на голде. 225 не канает на 9-м левеле. Да, восьмерок, семерок будете бить, как и на этой. Но чтобы драться с девятками, а еще не дай бог с десятками, опять голда. Здесь вы уже можете себе позволять, естественно, на пушке 10 уровня играть как на основном, так и на голдовом снаряде по ситуации. Заряжаются они примерно одинаково, 1.7, там разница с топом в 1 секунду. ДПМ у нас самый большой на топе. И дальше вот еще какой интересный момент. Да, при всех плюсах и минусах у нас сток 3 секунды сводится, эти по 3,4. Это надо помнить. Соответственно, наша задача перейти через топовую башню на пушку 10 левела. Что нам дает
топовая башня, она дает как раз то самое бронирование, которое мы с вами смотрели, потому что на стоке это боль, боль, боль. 170 против 250. Вот, зато скорость поворота башни у вас ухудшается, но улучшается одновременно обзор на 20 метров. Вообще СТ-1 на стоковом орудии со стоковой башни это танк боль. К сожалению, так. Обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель, 700 лошадей против 650%, 12 подвижности даст, но и также топовую ходовую 26 градусов в секунду, здесь у нас 24, плюс без топовой ходовой вы не можете, по-моему, уже поставить как раз и башню, и топовые орудия. По полевой модернизации я еще не качал, вот, здесь ставим вездеходную ходовую. У нас, давайте сейчас по орудию поглядим, время сведения больше 3 секунд. Танк ближнего боя, нам вот эта точность, она прям точно не важна, поэтому рекомендую все-таки сюда поставить притирку шестерней наведения. Вот, звукоизоляцию сюда. Так, а здесь у нас что, 7-й? Так, от осколского. Хорошо. Скорость поворота ходовой. Я бы, наверное, здесь ничего бы не качал. Потому что не то не хочется ухудшать, конечно, вот эта вещь хорошая. Наверное, все-таки демонтаж обшивки, да. Здесь звукоизоляцию, а здесь демонтаж обшивки. Вот. Здесь мы будем ставить все на что? Правильно, на огневую мощь. Это тяжелый танк. И мы будем оборудование использовать специфическое для тяжелых танков советских. Это закалка в основной слот, досел и, конечно же, ставим стаб, стабилизатор. То есть вот это, я думаю, самая правильная сборка. По снарядам основной у нас бронебойный, голда у нас кумулятивный снаряд. Бронепробитие еще раз 258, 340 на голде, а летят они почти одинаково 940 и 920 метров в секунду. Звезд с неба не хватает, такая достаточно посредственная скорость полета снаряда на 9-то уровне. По снаряжению ремка, аптечка, обязательно автоматический огнетушитель, совок, часто горит, да. Вот так вот делали танки. Вот, я поставил допаёк. 5 членов экипажа у нас, 2 заряжающих. Перки наблюдаете сейчас перед собой на экране по плюсам и минусам данной машины. Касаемо брони, мы все с вами выяснили. У нас с закалкой 2000 почти 100 хп. Вот, крепкая башня. Ослабленный немного, назовем это так, лючок, ослабленная НЛД, а дальше-то у нас все очень даже себе хорошо, даже при танковании от борта. УВН у нас на этом танке какие-никакие присутствуют, минус 8, казалось бы, советский танк, а 8 УВНов-то есть. У нас достаточно медленно сводится пушка, и это очень мешает стрелять. У нас относительно плохой разброс и... Ну, как по мне, все равно долго, конечно, заряжается пушка. При такой-то Альфе в 440, извините, заряжаемся почти 11 секунд. По мобильности 40 вперед, 13 назад, почти 11,5 лошадей на тонну удельная мощность. По обзору мы прям слепые. Прям, ну вот слепые и все. Улучшать этот параметр бессмысленно, вы все равно не дотянете до стандартных значений на 9-м левеле в сравнении с другими танками других наций. Поэтому, да, слепые, танк ближнего боя. Вот они все плюсы и минусы. Мы медленные, тяжело бронированные, с кривой пушкой, в кавычках. Ладно, отправляемся уже в бой. Давайте посмотрим, на что способен СТ-1. Go! Так, господа, обзор боем СТ-1. Тяжелый советский танк 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Броня и мощь. Советская, да. Еще раз наши критерии. Мы достаточно медленные, но хорошо бронированные. И с УВНами у нас все плохо. Да. Ну ничего. От броней будем играть. Подряжаем голду, едем на гору. Сетап у нас против десяток и восьмерок. Мы в середине списка. Все, поползли. Задача настрелять в этом бою как минимум 4К дамага. 2 своих собственных
хп, а мы жирные, да? Иначе будем настреливать. И это нам 10, там 9 шотов надо сделать. Фига себе задачка. Ну ничего, сейчас настреляем. Че, проедем мимо? Ох, меж елочек не получил. Сломали дерево, все. Оштрафуют зеленые, да. Интересно, у них Маус тоже на гору пойдет? Эх, подвижность. Боль. Эх, нам бы сюда турбинку бы. Как поехали бы. Ну, извините. Он 2.6.0 хорошо фигачит. Покруче 7-го ИСа. Позулечка. Я уж думал, 705 тут останется. А чё мы тут стали, не едем к мельнице, господа? Это что это такое? Как-то загадочно фаза стала на бугорке. Неужто они на гору не поехали? Интересно. Очень интересно. Если не поехали, то мы сразу по низу поедем. Ну да, Т-77 барабанчик на базе у них остался. Хорошо артиллерия, кстати. В приемке стоят. Чар-Футур светить едет. Попади ему в лючок, да? Не попадешь. Тихо, разошлись. Не пробил. Не пробил. Развернулся. Тихо. Тихо. О, герои, а? Смотри, что исполняет. На тебе.
Лёва. Мы Лёву разозлили, да? Все. Уничтожили. Кстати, со сломанной пушкой, как ни странно. На тебе, родной. Эх, долго заряжаемся. Не попал в броню. Читерский крепкий друг. Ты погляди. Попадание, а? Ёлочка, свети. Нас, кстати, базу уже зарашили. У меня на него пушка не опустится. Вот он, родной. А куда снаряд делся? Убили. Все. Чар-футур у нас на базе. Ребят, план не выполнили. Почти 3К. Короче, плохо сыграли. Но переигрывать не буду. Как есть. Но броня у нас, сами видели. Сюда базы врага доехали. Хорошая броня. Медленный. Крайне неточное орудие. Это 100%. Вот. Ну, такое себе. Сказать, что прям имба нет. По 5-бальной системе, наверное, там
4 с минусом, наверное, правильно сказать, чем 3 с плюсом. Однозначно оборудование закалка Досал стаб на пушку, это 100%. В топ-5 хоть вошли. О, нифига себе, у нас 5 фрагов, да, почти воина взяли. 3-е место по урону. Господа, танк сложный все равно. В первую очередь из-за его подвижности, но броня есть, да. Но она такая, тоже могут пробивать-то все равно. Вот, пишите свои комментарии, у кого есть СТ-1 в ангаре, какой вы на нем используете оборудование. Обязательно комментариев и побольше. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч, пока в новых обзорах на моем канале. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.